Валерий Храпов, почетный член Международной ассоциации «Евроталант». Нервная система Земли. Журнал «Чудеса и приключения», номер 3 за 1992 год. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вот так евангелист Лука в главе 17 описывает чудо исцеления 10 прокаженных. Подобные чудеса каждый может ныне творить десятками и сотнями. И не только с прокаженными, но с больными, пораженными самыми разными заболеваниями. Почему? Во-первых, потому что я вижу логические ошибки, которые допустил Лука и которые на протяжении почти 2000 летий не замечают многочисленные толкователи. Прокаженных спасла не вера. Во всяком случае, тех 9 неблагодарных, что, исцелившись, исчезли, даже не сказал спасибо. Чудо произошло случайно. Но случайностей в природе не бывает. Законы природы, в отличие от законов человеческих, исключений не знают. Закон Архимеда действует и в Африке, и на Луне, если, конечно же, там есть жидкости или газы. Достаточно одного случая, чтобы спасти всех. Случая понятого, осознанного. И это во-вторых. А в-третьих, чтобы творить подобные чудеса, надо понять те законы природы, и в частности законы распространения и затухания заболеваний, познанием которых я начал заниматься. Однако по порядку. В начале 1988 года, разговорившись с приятелем, я вернулся к вопросу, который посещал меня неоднократно на протяжении 10 лет, что ушли у меня на преподавание истории в школе. Почему в начале каждого столетия Россия попадает в полосу катастроф? Начало 20 века, революции, гражданская война, Великий перелом, 1937, Отечественная. 19 века наполеоновское нашествие, впервые за 200 лет захватчики в Москве. 18-го Петровское преобразование, стоившее России четверти населения. Начало 17-го смута, стоившая половины населения. Ответа я не нашел, хотя закономерность, периодичность явно прослеживалась и дальше вглубь веков. Вечером того же дня, на мое счастье, по центральному телевидению шел научно-популярный фильм, в котором рассказывалось и о том, что саранча распространяется в соответствии с циклами солнечной активности, один из которых, основной, равен в среднем 11,2 года. На следующее утро я был уже в библиотеке и подбирал литературу о пятнах на солнце.
Моей настольной книгой стала посмертная работа Чижевского «Земное эхо солнечных бурь». Позже в мою жизнь вошли и другие книги Александра Леонидовича, которые ему удалось опубликовать микроскопическими тиражами и получить в награду за создание основ гелиобиологии 15 лет сталинских лагерей. Затем я стал штудировать работы Судакова, Глейцмана, Галанина, Генке, Дербека и многих других забытых ныне авторов, занимавшихся историей чумы, холеры, рака, СПИДа, тифа, скарлатины, различные медицинские справочники, монографии по архео- и палеомагнетизму, по физике Земли, геологии, географии, астрономии. Я не только читал, но и проверял Чижевского, идеи которого меня так увлекли, что я пытался распространить их и на историю. Ну а как не распространить, если годами максимальной солнечной активности в 20 веке оказались такие годы: 1905, 1917, 1928, за которым последовал год Великого Перелома, а потом 1937 год. А в XIX веке это 1837, начало чартистского движения в Англии, 1848, революции в Европе, 1860, за которым реформа в России и гражданская война в Соединенных Штатах Америки, 1870, франко-прусская война и Парижская коммуна. На годы максимумов и минимумов солнечной активности приходились и даты рождения выдающихся деятелей науки, искусства, литературы, даты выдающихся открытий и изобретений. Именно в эти годы и Пушкин, и Лермонтов написали наибольшее количество наилучших своих стихотворений. С этими же датами были связаны и засухи, наводнения, землетрясения, извержения вулканов. Для того, чтобы убедиться в этом, я взял 1000 каталожных карточек, по одной на год текущего тысячелетия, в которые условными значками заносил все примечательные явления в биосфере, атмо- и литосфере, в космосе, в истории тех или иных государств. Затем появилась вторая 1000 для первого тысячелетия нашей эры. Потом еще 700, поскольку я перешагнул рубеж Рождества Христова, родившегося, кстати, в год максимальной солнечной активности, да еще под загадочной Вифлеемской звездой, в которой некоторые исследователи склонны видеть редкое космическое явление, вспышку сверхновой. К тому времени меня окончательно выпроводили из редакции газеты «Известия», где я работал корреспондентом, так что свободного времени у меня было предостаточно, да и приближавшиеся годы были годами активного солнца. Впрочем, всю эту работу по 12-14 часов в сутки без выходных я бы вряд ли решился проделать, найди я сразу же в Ленинской библиотеке брошюру Чижевского «Физические факторы исторического процесса», Калуга, 1924 год, тираж 1500 экземпляров. Ведь аналогичную работу Александр Леонидович проделал в 1917 году, став в свои 20 лет основоположником не только гелиобиологии, но и историометрии. Но карточки в каталоге на эту брошюру не оказалось, и я работал. И рад, поскольку нет не только худа без добра, но и добра без худа. Чижевский утверждал, что 65% эпидемий чумы связаны с годами максимальной солнечной активности и 35% с минимальной. Однако чума поражала некоторые страны и в годы умеренного солнца. Почему?
К сожалению, мимо внимания Чижевского прошел тот факт, что практически все заболевания дрейфуют с северо-запада на юго-восток и наоборот. Почему? Не потому ли, что точно в таком же направлении, но где-то под углом в 30 градусов к плоскости экватора, дрейфует и напряженность магнитного поля Земли? Не ответил он, как, впрочем, и другие исследователи, и на вопросы итальянского врача Саладино Ферри, поставленные еще в XV веке, почему чума, и не только чума, распространяется скачками из первого населенного пункта в третий, минуя второй. Почему места, где она несколько лет свирепствовала, оказываются впоследствии наиболее здоровыми? Не было нигде ответов и на другие вопросы. Почему чумой не болеют голуби и кошки? Почему чума никогда не развозилась авиатранспортом, а в основном морским и редко железнодорожным? Почему во время одних эпидемий жители низин болели чаще, чем холмов и гор, а в другие эпидемии наоборот? Почему заболеваемость зависит и от этажа, на котором живет больной, и от его пола и возраста? Почему Петрарка в 1360 году в чумном Авиньоне, целуя всех чумных подряд, так и не сумел отправиться на тот свет вслед за своей Лаурой? Почему бежавшие в 1835 году из чумной Александрии моряки так никого и не заразили ни в Италии, ни во Франции, ни даже в Ливии? Почему астраханский воевода, эвакуировав в 1698 году из города часть населения на Большую Косу, спас тысячи жизней, а генерал Глебов в 1770 году под Яссами, хоть и менял 3 раза место лагеря, так никого и не спас? Почему после введения карантинов во Франции, Италии, Далмации эпидемии чумы там стали повторяться в 8 раз чаще? Почему итог всех эпидемий, и холерных в том числе, вне зависимости от качества лечения, резонансная кривая смертности? Откуда резонанс? Итог каких сочетаний? А вот вопросы из нашего времени. Почему в армии Соединенных Штатов Америки наиболее инфицированы СПИДом военные моряки, а летчики в 2 раза меньше, чем в среднем по армии? Почему медсестра Сусанна Пельяран, депортированная из Японии на родину как носительница вируса СПИДа, на Филиппинах оказалась совершенно здоровой? Почему то же самое произошло со студентом Кеннетом М., высланным из Москвы в Париж? Почему на 1 января 1989 года в Америке насчитывалось 93 тысячи больных СПИДом, а на всю Азию с 3 миллиардами населения только 285 человек? Хотя там трудности с одноразовыми шприцами и презервативами намного выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Почему в 1925 году в связи с чумой наблюдалась аналогичная картина с точностью до наоборот? В Азии 115 тысяч больных, а на всю Америку 281 человек. Почему в Шанхае и других городах при наличии крыс, зараженных чумой, больных ею людей не было, а в другие годы наоборот? Кто кого заражает, животные людей или люди животных? А может, это независимые, параллельные процессы? Вопросов было много. В поисках ответов на них я исчертил не одну карту, пока не вспомнил, что Земля имеет форму шара. Взяв в руки старенький глобус, я впервые удивился, а почему это правильной дугой выгнулось восточное побережье Китая и Латинской Америки,
Западной Африки и Северной Америки. Кто их так закрутил? Почему? Почему дугами выгибаются японские острова и Индонезия, Малые Антильские и Гималайские горы? Поместив ножку циркуля в район Турфанской впадины, я обнаружил, что вершины Гималайских гор выстраиваются, как по команде, вдоль линии окружности, проведенной из этой точки. То же самое происходит и с юго-восточным побережьем Аравии. Им управляет центр, расположенный в Малой Азии в районе озера Туз, а центр в районе Оманского полуострова определяет и течение реки Иордан, и линию восточного побережья Средиземного моря. Весь контур острова Мадагаскар описывается линиями окружностей, проведенных из 5 подобных центров. Один центр обеспечивает поворот среднего течения Иртыша, Аби и Сибирских Увалов. Равноудаленными от подобных центров оказывались и залежи полезных ископаемых. Места зарождений вихрей, ураганов, морских течений, тропических ливней, гроз и наводнений тоже связаны с этими центрами. И даже явления НЛО, полтергейста, Бермудского треугольника были связаны с этими центрами и линиями их действия, разломами, по которым иногда текут реки, выстраиваются озера, как и аварии на подводных лодках и Чернобыльской АЭС. На планах крупных городов, равноудаленными от подобных же, но менее мощных центров, оказывались и дома, где живут больные раком, ишемией. 110 лет тысячи лучших профессоров ломают голову над тем, каким образом чума 1878 года поразила не только далекую неведомую доселе Ветлянку, но и другие астраханские станицы. В том числе практически одновременно Селитренную и Старицкое, расположенные в 81,2 километра от Ветлянки и в 154 километрах друг от друга по прямой. Мне же для ответа на этот вопрос потребовалось несколько взмахов циркуля. Частные задачи решаются легко и просто, когда решены общие, космические. А задачка-то получается действительно космическая. В сумасшедшем феврале 1990 года я открыл ни много ни мало как новое свойство материи, систему гравитационных электромагнитных полюсов, сокращенно ГЭМ. Сумел объединить разрозненные достижения разных наук и на основе этого сделать невидимый мир видимым. По результатам заболеваний и эпидемий стало возможным отслеживать проявление действия не только солнечных, но и подземных сил. Читаем в журнале. Группа австралийских, английских и американских астрономов проанализировала данные о расположении галактик на срезе Вселенной длиной 7 миллиардов световых лет. То, что они расположены неравномерно, известно давно. Но теперь выяснилось, что эта неравномерность имеет свою упорядоченность. Галактики расположены слоями, отдаленными друг от друга на 420 миллионов световых лет. Многие астрономы считают, что теория Большого взрыва и образования вслед за ним галактик вряд ли объяснит возникновение таких слоистых структур. Правильно, я думаю, считают. Куда лучше этот феномен объясняет представление о гравитационных электромагнитных полюсах. Ну, а если судить о проявлении таких полюсов в пунктах чумных и холерных эпидемий, то и расстояния между слоями Вселенной будут, вероятно, и в 390 и 530 световых лет.
Цифры эти, сокращенные на 10, соответствуют и цифрам кризисных возрастов человека. Почему? Видимо, потому что Вселенная обладает какими-то универсальными волновыми свойствами, которые со сходной пропорциональностью проявляются и на мега, и на макро, и на микроуровне. И, вероятно, в недалеком будущем орбиты электронов вокруг атомного ядра будут устанавливаться по орбитам холерных и тифозных эпидемий. Заметку «Слоистая Вселенная» журнал «Знание и сила» опубликовал в июне 1991 года. Так что попалась она мне на глаза совсем недавно. Недавно я познакомился и с монографией нескольких авторов «Кольцевые структуры Земли. Миф или реальность. Москва. Наука. 1989 год». Оказывается, геологи разных стран вот уже четверть века с помощью космических спутников изучают часть моих геополюсов, которые я легко нахожу с помощью циркуля и карт из старенького школьного атласа. Геологи подтверждают, что в центре геополюсов наблюдается как положительные, так и отрицательные гравитационные и электромагнитные аномалии. Но изучили они за 25 лет только малую талику наиболее мощных акупунктурных точек лика нашей планеты, узлов ее нервной системы. Почему? Да потому что геологи не читают работ медиков, медики геологов. А зря. Иначе бы они давно овладели вполне осознанно даром Иисуса Христа и исцеляли не только прокаженных, уводом из неблагоприятного в данное время геополюса в тот, который стал благоприятным под влиянием солнечного ветра, и исцеляли бы без всяких вакцин и лекарств, сложнейших приборов и иной ненужной премудрости. И места бы для родильных домов научились выбирать, прямо как далекие предки древних греков. Нет, это не шутка. В этом нетрудно убедиться, если в свете геомагнитной теории распространения заболеваний и развития биосферы перечитать диалоги Платона об Атлантиде. В них Платон пересказывает то, о чем поведали Солону египетские жрецы на основе своих древних записей, повествующих о событиях X-IX тысячелетий до нашей эры. Такой-то строй и порядок основала в те времена богиня, даруя его вам первым. Она избрала и место для вашего жительства, то, из которого вы происходите, убедившись, что тамошнее благорастворение воздуха будет производить мужей разумнейших. Богиня учла не только мощные свойства геополюса, закрутившего Балканский полуостров, но и дрейф благоприятной активности этих полюсов с северо-запада на юго-восток в Египет. Богиня, получив на свою долю город, и ваш, и здешний, объяснял Солону жрец, воспитала и образовала оба. Ваш 1000 годами прежде, взяв для вас семя от Геи и Гефеста, а здешний после. Время устроения здешнего-то города у нас в священных письменах определяется числом 8000 лет. Сбывается предсказание Циолковского. Мифы перестают казаться заблуждением, и открывается возможность закрыть ящик Пандоры, может быть, навсегда. Впервые на крышку этого ящика я налег в сентябре 1990-го. Тогда я в очередной раз загрипповал. К врачам не иду, больничный не беру. Все равно его литературу, живущему на гонорары, оплачивать некому. И тут меня пристыдил мой сынишка. Эх ты, основоположник новой медицины, а сам себя вылечить не можешь. Понимаешь, пробовал оправдаться я,
Для определения благоприятного полюса нужна свежайшая статистика. Но я ведь не Минздрав, мне ее на блюдечке никто не поставляет. А ты без статистики попробуй. Я и попробовал. Определив, что наш дом находится на дне тарелки, циркульной низине, образованной действием небольшого гем-полюса, я стал искать перевернутую тарелку, циркульный холм, и нашел в 1,5 километрах от дома. Поехали с сыном, погуляли. Что такое? И вправду кашель меньше, носовой платок почти не достаю. Вернулись домой, опять потекло. Беру карту Московской области, нахожу перевернутую тарелку помощнее, и на следующее утро отправляюсь к ней за грибами. Грибов было мало, а вот чудес много. Стоило опуститься в ложбинку, снова сопли. Поднимаюсь, все в порядке. Через 6 часов я вышел из леса абсолютно здоровым. В декабре наступила очередь сына. Ангина. Вызвали врача. Но что толку? К вечеру температура 39,4. Знакомая цифра кризиса. А за окном минус 20 с лишним. Одевая сына потеплее и едем, вопреки возражениям матери, на спасительный холм. Гуляем полчасика, затем домой. Питье с малиной, укладываю сына в постель, только постель-то ставлю в благоприятное место, в благоприятный полюс, найденный внутри комнаты с помощью биолокационных рамок. Однако положение Земли и Солнца постоянно меняется, магнитная буря шла. Меняется солнечно-земная активность, полюса и их поля плывут, меняются местами. Первую половину ночи не сплю, выступаю в роли ангела-хранителя, передвигаю кровать в соответствии с показаниями рамок. На следующий день температура нормальная. Через 3 месяца, во время очередного ОРЗ, мой 13-летний отрок придумал то, что до сих пор не придумали все академии мира вместе взятые. Как передвигать не кровать, а благоприятные биополя. Теперь на крышку ящика Пандоры мы налегли вдвоем. Ну, а когда еженедельник «Собеседник» опубликовал заметку «Не бойтесь ни рака, ни СПИДа», в которой не только рассказывалось о моей геомагнитной теории распространения заболеваний и борьбы с ними, но и был назван номер моего домашнего телефона, нас, налегающих на крышку, оказалось несколько сотен. Точную цифру назвать не могу, поскольку не уверен, что каждый из 3500 моих соотечественников, позвонивших мне домой даже после получасовой консультации, сумел преодолеть отжившие стереотипы и занялся с энтузиазмом делом. Однако знаю твердо, Казаров после переезда в 1972 году от станции метро Кропоткинская в теплый стан заболел ишемией сердца. 18 лет врачи лучших ведомственных клиник бились за его здоровье. И добились или добили, как правильнее, предложили стать инвалидом 2-й группы, и это в 55 лет. Эдуард Иванович, видимо, предчувствуя, что покой в неблагополучном для него доме смерть подобен, позвонил мне, я назвал ему несколько вероятных благоприятных для него полюсов. Он сходил, прогулялся и впервые за 18 лет почувствовал себя нормальным человеком. Не успел я дописать предыдущий абзац, как позвонила женщина-врач. Звонит она уже в 3-й или 4-й раз. У мужа и еще у 3 мужчин в их подъезде рак легких. В чудеса она не верит.
И потому после первого звонка, когда я назвал список своих публикаций, она не звонила месяца полтора, проверяла мою теорию на судьбах оперированных ею больных. Оказалось, выжили только те, что покинули прежние квартиры. Потом были консультации по телефону. Через 3 недели муж ее вместо получения инвалидности вышел на работу. Конечно, о победе над раком, как и над ишемией, говорить пока рано. Но на основе звонков нескольких сотен москвичей я уже составил пока эскизно карту распространения заболеваний в городе, которая позволяет говорить и о новых закономерностях в сочетании заболеваний, их развитии, переходе в новые формы на том или ином месте. Говорит она и о том, как можно и нужно перепрофилировать больницы и санатории, чтобы люди в них не умирали, а выздоравливали. Однако, чтобы подробно рассказать об этом, требуется целая книга, именно книга как руководство к действиям, которая никак не найдет своего издателя. А ведь на крышку ящика Пандоры мы действительно могли бы навалиться всем миром. А навалиться стоит, даже из-за самой прямой финансовой выгоды. Она фактически огромна, если использовать мой простенький и доступный каждому метод в масштабах планеты. Ведь половина потерь трудового времени от простудных заболеваний, которые могут исчезать на вторые сутки. Потери одних только Соединенных Штатов от СПИДа составляют 50, от рака 150 и от ишемии 250 миллиардов долларов. И это в годовом, а не вековом исчислении. Не говоря уж о том, что борьба с болезнями позволила бы нам гораздо лучше понять и нашу планету, и окружающий ее космос, научила бы нас рождать здоровых, умных детей, ну, совсем как у самых древних греков. Вот что открывается за вопросом, почему в начале каждого века Россия, и не только она, попадает в полосу катастроф. Может, лучше написать «попадала», но для того, чтобы так написать, необходимо, чтобы и вы, уважаемые читатели, задумались над этим же вопросом. И тогда, уверяю вас, ждут не только приключения, но и чудеса.
Ведь, как известно, пророков в своем Отечестве не бывает.